Всем привет! Похоже на то, что я нашел идеальные динамические EM наушники для своего слуха. И пускай опыта в проводных устройствах у меня не так уж и много, я все как-то больше тестировал ТВС-ки, но это не отменяет того факта, что новые двухдрайверные легато от 7 Hz звучат просто бомбически бомбезно. Но к звучанию мы обратимся чуть позже, а пока посмотрим на внешний вид и комплектность. Несмотря на то, что коробка оказалась в контакте с не очень аккуратным перевозчиком, все ее содержимое осталось в целости благодаря жесткому кейсу. Вместо привычных поролоновых, картонных и прочих проставок производитель решил положить все имеющиеся комплектующие в добротный большой чехол. Как по мне, для хранения только лишь наушников такой размер избыточен, благо внутренняя велюровая вставка вынимается, предоставляя к использованию весь объем в полной мере. Лично я сразу сюда примерил свой постоянный плеер Hibi R3 Pro Cyber, который просто идеально вписался во внутренний интерьер и замечательно делит там место с нынешними героями обзора. И для меня такой вариант оказался супер идеальным, ведь здесь удобно хранить мой плеер вместе с наушниками, плюс и места еще предостаточно для каких-нибудь проводов. Помимо классного чехла, здесь имеется комплект из 8 пар сменных насадок с разноцветными сердечниками, что очень удобно, когда все это дело лежит россыпью в одном пакете. Найти пару можно быстро, цвета не повторяются. Плюсом ко всему, сами амбушюры очень хорошего качества, и менять их на сторонние в большинстве случаев не придется. Хотя возможно у кого-то уже есть свои любимые, которые кочуют от модели к модели. С заменой здесь проблем не будет, ведь диаметр звуководов условно стандартный 5,5 мм, а вместо сеток установлены металлические перфорированные пластины с фильтрами. Корпуса наушников полностью выполнены из металла и, если быть точным, из авиационного алюминия, что собственно и объясняет их небольшой вес. Фейсплейты текстурированы под виниловое покрытие, они также металлические. В модели используются двухпиновые коннекторы, а сам провод имеет 4 посеребренные жилы и покрыт коричневой оболочкой. Он мягкий и удобен в использовании, я бы менять его не стал, но возможно у вас, как и в случае с амбушюрами, есть свой любимый, с которым вы постоянно ходите. Меня же в свою очередь вполне устроил этот. Штекер для подключения к источнику несъемный, имеет прямую форму, небольшой размер и стандартный интерфейс в 3,5 мм. Он в свою очередь также отделан металлом. Наушники обладают импедансом в 26 Ом, чувствительностью в 108 дБ и поддерживают диапазон частот от 10 до 20 тысяч Гц. Форма их корпусов отчасти напоминает мой любимый формат кастомных мониторов, а звуководы чуть длиннее обычного. Оттого посадка в ушах максимально монолитная. Наушники супер удобные и за счет конструкции вкупе с правильно подобранными амбушюрами обеспечивают отличную пассивную шумоизоляцию. Возможно, именно благодаря такому сочетанию, а также за счет применения двухдрайверной динамической схемы, я счел их звучание великолепным. Аппаратно за середину и верхушки здесь отвечает драйвер на 6 мм, ну а всю басовую работу берет на себя 12-мм динамик. И вот такой динамический тандем просто не оставляет шансов другим наушникам, что были до этого у меня на обзорах. Признаюсь честно, я никогда не считал себя басхедом, хотя качественные низкие частоты любил всегда. Тем не менее, данные наушники заставили меня переосмыслить свое восприятие звучания. Такого драйва и объема я до этого не слышал из других экземпляров. И лично на мой вкус низкие частоты здесь очень хорошо проработаны. И ни в одном из жанров у меня не создалось ощущение переизбытка по басу. Безусловно, это не мониторное звучание, разумеется, уклон в низы тут проходит красной линией. Однако то звучание, что я раньше считал басхедным, никак не укладывается в рамки АЧХ этих наушников. Это что-то запредельное с хорошим объемом и глубиной. Инструменты и вокал здесь звучат великолепно и очень четко, ничего не теряется и не перекрывается низами. Потрясающая до дрожи середина имеет те нотки теплоты и натуральности, что я так люблю в звуке. Да, по большей части в моем плейлисте сидит электроника, но при этом я также обожаю классические роковые композиции и металл. Оттого могу сказать однозначно, что для подобных жанров наушники прекрасно подойдут. Вполне допускаю, что они не вывезут какую-то сложную музыку по типу джаза или классики, но опять-таки лишь с той поправкой, что по умолчанию здесь прикручены низы, которые можно при желании прибрать любым эквалайзером. У наушников имеется огромный потенциал для гибкой настройки, так что если поиграться с эквалайзером сознанием дела, то можно и для сложной музыки добиться хорошего результата. Но по-хорошему обзоры для того и существуют, чтобы можно было примерно понять характер звучания.
И в случае, если вы конкретно являетесь любителем сложных жанров, просто посмотреть в сторону более детализированного звучания от других моделей или производителей. Здесь же по большей части доминирует бас, хоть и не в темной его ипостаси. Тем не менее, общая частотная картина легато равнодушным оставить не сможет даже искушенного слушателя. Звучание реально качает, наполняет и перемещает в атмосферу происходящего. Я действительно нахожусь под сильным впечатлением, мне наушники понравились и я очень ими доволен. Таким образом, тем, кто любит драйвовое напористое звучание, я настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели. 7 Hz Legato — отличные EM наушники во всех отношениях. Подача, удобство использования и его величество звук. Все это вместе вас точно не разочарует. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до новых встреч в моих обзорах. Пока-пока.